Друзья, велоиндустрия, похоже, окончательно сошла с ума. На горизонте у нас маячит новый тренд, который может просто убить доступность велоспорта для миллионов людей. И да, речь у нас сегодня пойдет о колесах 32 дюйма. Пока прогонщики тестируют эти гигантские велики на гонках и хвастаются бешеной скоростью, обычным любителям готовят настоящую ловушку. А в своем прошлом ролике про 32 колеса я уже подробно разбирал, почему весь этот хайп выглядит как минимум сомнительно. И теперь у нас появились технические подтверждения и результаты CAD-моделирования, что этот формат станет настоящей катастрофой для большинства из нас. Почему же 32 дюйма – это не эволюция, а инженерный тупик? Давайте вместе во всем разберемся. А все началось с громкой премьеры прототипа Scott Edict Gravel на 32-х колесах. С виду это модифицированный гравини, где раму и вилку инженеры Scott создали полностью с нуля, чтобы вместить эти огромные колеса. Спереди велик выглядит очень агрессивно. Из-за того, что колесо стало выше, инженерам пришлось сделать короткий, вытянутый вперед рулевой стакан. Такая конструкция, кстати, часто используется на горных велосипедах, чтобы компенсировать высокую переднюю часть вилки. Сама вилка получила аэроформу, а задние перья опустились максимально низко, что сделало байк похожим на аэродинамический болид для шоссе. Гигантские колеса 32 дюйма собраны на кастомных карбоновых ободах и широких 2-дюймовых покрышках Schwalbe RX. Это, кстати, 50 мм. Инженеры Scott собрали два прототипа для своих звезд, которые, кстати, очень крутые ребята. Первый прототип для Камерона Джонса, действующего чемпиона 200-мильной дистанции Unbound в 2025 году. На его байке установили кастомные колеса от Industry 9 с аэродинамическим профилем 55 мм. Второй же байк собирался для Робина Гемперле, настоящей легенды ультрадистанций. Робин известен как рекордсмен сложнейших ультрагонок Tour Divide, а также Silk Road Mountain Race. Кстати, именно он и привез этот 32-й прототип к победе на 350-мильной дистанции Unbound XL в этом году. А это, кстати, друзья, 572 километра. Колеса на его прототипе были еще массивнее, с глубиной профиля около 60 мм. Кстати, оба гонщика решили использовать новые покрышки Schwalbe RX шириной именно 50 мм, чтобы не усугублять ситуацию с зазорами. А дело в том, что новый тренд на ультраширокую гравийную резину 2,4 дюйма, а это около 57 мм, оставил очень многих гонщиков в статусе DNF, то есть они не финишировали. Зазоры в раме так сильно забивались грязевым пластилином, что ехать было просто невозможно. Кстати, друзья, по этим сумасшедшим грэвел-трендам я делал отдельный ролик. Обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Ссылочку я обязательно оставлю в описании к этому ролику. Но зачем вообще собрали эти кастомы? И тут все очень интересно. Дело в том, что компания Scott решила проверить 32-е колеса в своей концепции Racing Concept в реальных условиях. После первых тестов Джонс еще заявлял, что на таком байке ты словно низко летишь над землей, а скорость и сцепление на прямых участках просто сумасшедшие. Эти новости, кстати, облетели все известные велоиздания. При этом сама компания Scott официально заявляет, что это чистые прототипы, которые созданы только для гонок и никогда не поступят в продажу. Но глядя на то, как активно такие бренды, как Scott, продвигают этот формат, верится в это с большим трудом. В общем, Гемперле выиграл легендарную ультрагонку Unbound XL на прототипе Scott с колесами 32 дюйма, который никогда не поступит в продажу. И в этом году погода устроила участникам настоящий ад. Из-за шторма дороги размыло в кашу, и спортсменам пришлось бежать с велосипедами на плечах около 20 километров. Представьте, из 237 стартовавших до финиша смогли добраться только 59 человек, а Гемперле преодолел этот кошмар за 21 час и 20 минут. Кстати, друзья, все эти новости я также публикую у себя в Telegram-канале и делаю это гораздо чаще, чем публикую ролики. Поэтому, друзья, подпишитесь обязательно на мой Telegram-канал, а также на этот YouTube-канал, если этого еще не сделали. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, если тема кажется вам интересной. Ну а мы двигаемся дальше. Но давайте с вами снимем розовые очки, потому что за этой героической победой скрывается жесткая техническая несправедливость. Все дело в том, что рост Джонса 183 сантиметра, а Робина 178, и это вполне себе высокие парни.
Эксперты смоделировали этот прототип на компьютере и поняли, что 32-е колеса физически не подходят для рам среднего и меньшего размеров. Например, если спроектировать такой байк под раму 54 см или меньше, а это как раз средний размер и ниже, то геометрия полностью ломается. Что, кстати, автоматически вычеркивает из тренда кучу людей. Например, большинство женщин и почти всех жителей Азии. Им такой переход на 32-е колеса просто закрыт из-за невысокого роста. А напомню, что в своем первом ролике про 32-е колеса я говорил, что средний рост мужчин около 178 сантиметров. И на такой рост нужны размеры рам М, или L. И идеальным стандартом здесь как раз будут колеса 28 дюймов для шоссе, или 700 С, и 29 дюймов для МТБ. А средний рост у женщин вообще 168 сантиметров. И на такой рост нужен размер рамы XS, или S. И байки, соответственно, с колесами 29, или вообще 27,5 дюймов. Поэтому 32 дюйма хорошо впишутся только в нишу высоких и очень высоких спортсменов с ростом 190 сантиметров и выше. Для таких гигантов обычные найнеры всегда выглядели как детские трехколесные велики, а 32-й формат обеспечит им правильную посадку, идеальный баланс веса и адекватную управляемость. Но даже для среднего роста Джонса и Робина инженеры Скотт пошли на ряд геометрических компромиссов. Например, чтобы на раме 54 см оставить руль на адекватной высоте, инженерам пришлось урезать рулевой стакан до минимума. Он буквально получился высотой в пару пальцев. Ну а чем же это грозит? Из-за огромного рычага гигантского 32-го колеса и длинной вилки на этот крошечный рулевой стакан будут действовать колоссальные разрушительные нагрузки. И в один прекрасный момент на техничной секции рама в этом месте может просто лопнуть, что ставит под угрозу не только прочность велосипеда, но и вашу безопасность. Следующая беда – это управляемость. Чтобы хоть как-то втиснуть 32-е колесо в раму, инженерам пришлось завалить угол рулевой колонки до 68 градусов. А это, кстати, показатель экстремальных велосипедов для даунхилла. А задние перья пришлось удлинить до невероятных 485 мм, что опять же длиннее, чем на даунхилл-байках. Ну и в итоге вместо шустрого и маневренного гравийника мы получим неповоротливую баржу, которая будет лениво реагировать на руль. Кроме того, хочу затронуть еще один важный технический момент. Чтобы удержать торсионную жесткость огромного 32-го колеса хотя бы на уровне привычных нам 28-х, или 700C, или 29-х, индустрии придется расширять фланцы и делать еще более широкие втулки. А это потребует перехода на новые стандарты осей и втулок, под которые старые рамы и вилки уже не подойдут. По сути, нас заставят менять вообще все. И этот очередной заговор брендов я подробно разбирал в своем первом ролике про 32-е колеса. Ну и еще одна проблема средних ростовок – это оверлап. Я сейчас объясню. Из-за огромного радиуса переднее колесо просто находится слишком близко к педалям. Когда вы будете ехать медленно, или разворачиваться на сложной тропинке, вы гарантированно зацепите носком переднюю покрышку. А это прямой путь к тому, чтобы перевернуться, или просто упасть на ровном месте. На рамах размера S и меньше переднему колесу вообще физически некуда деться. Оно упирается либо в трубу рамы, либо в ваши ноги. Ну а теперь давайте я все это подытожу. Я считаю, что продвигать 32-е колеса для всех – это огромный шаг назад для здравого смысла. Самое смешное, что честных лабораторных доказательств, что эти колеса действительно быстрее, до сих пор нет. То, что Роберт Гимперле приехал первым, преодолев тошноту и 21 километр пешком, доказывает лишь, что он невероятно крутой и железный атлет, а вовсе не преимущество огромных колес. Я думаю, что компания Скотт сдержит свое слово и оставит этот байк чистым концептом. Хотя я, конечно, допускаю 32-е колеса на некоторых больших ростовках у некоторых моделей. Друзья, а что вы думаете о победе Гимперле на ультрадистанции одной из самых престижных гравийных гонок мира? Смог бы он победить на обычных 700-х колесах? Или все-таки 32-е дали ему существенное преимущество? Обязательно напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну и, конечно, еще раз проверьте свои подписочки и лайки, друзья. А мы с вами увидимся в следующем ролике.